Всем привет, с вами Артем. Сейчас мы посмотрим на производительность связки из процессора Xeon E5-2620V3 и видеокарты RX 570 на 4 ГБ. Оперативная память будет в двухканале 16 ГБ 1866 МГц DDR4. Интересна эта связка тем, что на сейчас это достаточно бюджетный комплект на 2011.3. Сегодня тест будет заключаться в том, чтобы показать, на что можно рассчитывать в играх из коробки без использования турбохака. В стоке частота процессора при загрузке всех ядер 2,6 ГГц. Постарался, как всегда, добавить большой объем игр, и я надеюсь, что видео будет интересным, а самое главное полезным. Настройки в основном высокие, но в пару проектах есть и ультра, и средние. Результаты на диаграммах — это результат чистого прогона бенчмарка FPS без захвата и оверлея. Есть погрешность с видео. Также на диаграммах указаны настройки графики конкретного проекта. Под видео для удобства я добавил тайм-коды. Для мобильных устройств используйте закрепленный комментарий с этими самыми тайм-кодами. Если есть вопросы, жду в комментариях. Ну давайте не будем терять времени, так как сегодня большой объем игр. Погнали! Первый проект у нас будет Division 2, средняя частота кадров 69. Данная связка имеет неплохой баланс, процессор не перегружается, а видеокарта загружена на полную. Поиграть получится с комфортом. В PUBG у нас средняя частота кадров 79, ситуация аналогична с предыдущим проектом, хороший баланс. Еще стоит отметить температуру процессора, выше 50 не приходилось видеть. Напомню, охлаждает наш процессор Снеговик MT4. Battlefield 5, средняя частота кадров 67, видно, что загрузка видеокарты в некоторых моментах проваливается, но на результат это никак не влияет. Да и моментов этих немного, в целом все очень неплохо. Бенчмарк Metro Исход, средняя частота кадров 35, не так и уже и весело. На что имеем, то имеем. Стоит напомнить, что настройки бенчмарка высокие. Основной упор тут в видеокарту, так что она загружена очень достойно. Если нужен FPS выше, снижаем настройки графики, благо процессор такую возможность имеет и в этом поспособствует. От себя добавлю, что такая нагрузка на видеокарту в самой игре далеко не везде, и примерно в 60% игрового прогресса частота кадров будет выше. Результат примерно такой, как в доме в данном тестовом отрезке. Apex Legends, средняя частота кадров 60, настройки выкручены в максимум, кроме текстур, которые установлены на 4 ГБ видеопамяти. Получаем также неплохой баланс, как всегда, кому мало для увеличения частоты кадров, пробуем снижать настройки. Dota 2, средняя частота кадров 124. Есть небольшая свистопляска с загрузкой видеокарты. Для низкочастотных процессоров это нормально. Думаю, с комфортом точно получится поиграть. Watch Dogs 2, средняя частота кадров 51. В данной игре, скорее всего, есть небольшой дисбаланс в сторону процессора. Он не смог постоянно держать видеокарту в полной нагрузке, соответственно, потенциал RX 570 мы тут не увидели. По крайней мере, в такой конфигурации мы получили такие показатели. Но никаких лагов, фризов по этому поводу не было, так что без оверлея можно спокойно играть и не париться. Ведьмак 3, настройки ультра, средняя частота кадров 62. Тут у нас по балансу все хорошо, и это не может не радовать. Средняя частота кадров по бенчмарку 68. Это достойный результат. И даже на рынке процессор держался молодцом и грузил видеокарту практически всегда в потолок.
CSGO. Средняя частота кадров 210 на максимальных настройках. Присутствуют провалы кадров до 42 FPS в дымовых завесах. Так как проект лучше работает с процессорами с высокой частотой, соответственно имеем и неравномерную загрузку видеокарты. Танки Benchmark Encore RT версия 0.2, настройки ультра, средняя частота кадров 93. И тут по балансу все в порядке. В Радуге у нас средняя частота кадров по бенчмарку 161. Система работает хорошо, видеокарта загружена по максимуму. RDR2 средняя частота по бенчмарку 50. Это при условно средних настройках. Первая позиция в диапазоне сбалансированной в уровне качества. В конкретном отрезке бенчмарка мы имеем в среднем около 50 кадров. Видеокарта в данной игре является ключевой, именно ее производительность в большой мере влияет на результат на выходе. Kingdom Come. Средняя частота 72. По системе. Видеокарта загружена хорошо, а у процессора еще есть неплохой запас. Gears 5. Средняя частота кадров 56. Напомню, настройки высокие, по работе системы вопросов нет. Fortnite. Настройки эпические, средняя частота кадров в тестируемом отрезке 70. Карта загружается достаточно, есть пики на графике фреймтайма, но они никак не влияют на комфорт игры. И последний на сегодня проект — это GTA 5. Средняя частота кадров 71. Настройки ультра, сглаживание мыслей и двукратное, дополнительные настройки отключены. По последнему эпизоду есть моменты провала загрузки видеокарты, но в данном отрезке далеко не все процессоры могут постоянно грузить видеокарту под сотку, даже с такой картой как RX 570. Вот такие получились результаты. В целом можно сказать, что система довольно неплохо сбалансирована. Плюс такой системы еще в том, что если вдруг вы захотите поставить в данную связку, например, видеокарту GTX 1070, тогда можно провести турбохак и получить уже более производительный процессор. В конфигурации с RX 570 турбохак вряд ли создаст вау-эффект. В контексте платформы 2011.3 это, пожалуй, одна из самых бюджетных сборок. Оптимальный ли это вариант? Это уже зависит от многих факторов. Напишите, что вы думаете о данной конфигурации. В описании я вам подкину возможные конфигурации сборок, можете ознакомиться. Огромное вам спасибо за просмотр. Поддержите, пожалуйста, пальцем вверх, комментарием, подпиской. Дальше больше. Всем добра.